Здравствуйте, мои подписчики и дорогие зрители нашего канала Еда Урала. Мне одна хорошая подписчица, Ольга, подарила вот такой вот замечательный противень. Он разборный, замечательный вообще противень. Также хочу передать огромный привет Татьяне, которая является нашей подписчицей и постоянно пишет позитивные, большие, хорошие такие вот отзывы. И сегодня хочу приготовить уральское блюдо, вот именно вот в данной форме, которая называется пирог из брусники. Это рецепт моей бабушки. Конечно же, те зрители, которые рождены в те времена, помнят, как нас отвозили родители на лето к бабушкам с дедушкой, и мы там очень хорошо проводили свое лето. Это было вообще замечательное детство. А для приготовления сегодняшнего блюда, дорогие друзья, нам понадобится мука просеянная высшего сорта пшеничная 400 грамм. Масло сливочное, целая пачка, это 180 грамм, оно у меня уже подтаяло. Так и нужно сделать. Сахар 100 грамм. Добавим соли, пол чайной ложки. Понадобится пакет разрыхлителя 10 грамм. Одно куриное яйцо. И добавим воды примерно 2-3 столовые ложки. А для начинки нам понадобится брусника полкилограмма, то есть 500 грамм. Сахара добавим 3 столовые ложки. И 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Если нет кукурузного крахмала, возьмите любой крахмал. Берем емкость, в которой мы будем замешивать наше тесто. Отправляем сюда муку. Добавляем 100 грамм сахара. Пакетик разрыхлителя. И все это хорошо перемешаем. Далее отправляем одно куриное яйцо. Добавляем сливочное масло. И все хорошо замешиваем. Необходимо из данного теста сделать крошку. На данном этапе добавляем пол чайной ложки соли. И продолжаем замес. Вот такая вот получается крошка. Сейчас необходимо добавить 2 столовые ложки воды. Если будет мало, то добавим еще одну. И начинаем дальше замесывать. Необходимо, чтобы получилось однородное тесто. Мука у всех разная. И мне кажется, что нужно добавить еще немножко воды. Вот так вот, небольшую столовую ложку добавим. И замешиваем дальше. Вот такое вот получилось тугое тесто. Необходимо его сейчас убрать в пакет и дать ему немножко отдохнуть, постоять. А пока мы будем заниматься нашей начинкой. В бруснику отправляем
крахмал. Здесь у меня 2 столовые ложки. И добавляем 3 столовые ложки сахара. И все хорошо перемешиваем. Вспомнил сейчас одну историю из детства. Перед тем, как поехать в деревню к бабушке с дедушкой, это было начало лета, я прогуливался по городу и увидел, как на рынке продают цыплят. Ну, я, конечно же, мимо не прошел, купил 2 или 3 цыпленка. Ну и, конечно, с этими цыплятами меня отправили в деревню. А пока у нас настаивается тесто и наша начинка пропитывается ароматами сахара, необходимо разогреть духовку до 180 градусов. На всякий случай вырежу кусок из бумаги для запекания. Тесто у нас постояло, отдохнуло. Теперь отрезаем чуть больше 1/3 теста. Убираем его обратно в пакетик. Оно нам пригодится для украшения. А из полученного оставшегося теста будем раскатывать пласт чуть больше формы нашего противня. Здесь припылять не надо. В тесте очень много масла, оно совершенно не липнет. Все, вот так вот раскатали тесто. Берем форму. И укладываем сюда. И все хорошо руками распределяем плотненько. Где не достает, добавляем тесто. Остатки теста убираем. Тесто распределили и отправляем сюда нашу начинку. И все хорошо, равномерно распределяем по всему периметру. Ах, уже охота налить чайку и покушать. Распределили нашу начинку по всему периметру пирога. Убираем пока в сторону его и займемся украшением. Берем оставшийся кусочек теста и раскатываем небольшой пласт, примерно полсантиметра. Какая здесь получится форма, совершенно не важно. Главное, чтобы она была больше, чуть-чуть или равной, как вот наш пирог. Так, теперь берем нож для пиццы и делаем полоски примерно по сантиметру. Берем наш пирог и делаем украшение. С одной стороны прищипнули и с другой стороны прищипнули.
Вот такой вот, друзья, получился пирог. Теперь необходимо смешать 1 желток и 1 столовая ложка молока и смазать сверху полученным раствором. Смазали наш пирог. Теперь убираем его в духовой шкаф на 25-30 минут. Все это зависит, конечно, от вашей духовки. И будем смотреть. Дорогие друзья, вот такой вот получился замечательный брусничный пирог у нас. Ну, извините, я не буду его сегодня разрезать, потому что я его приготовил на день рождения к папе. Ну и, конечно, если не хотите пропускать очередные наши выпуски, я буду у папы на день рождения готовить замечательное блюдо в казане. Это будут ребрышки у нас. Так что не пропускайте, подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно пишите комментарии. Ну и до новых встреч, друзья. Вот такой вот получился у нас пирог. Замечательный. Это очень вкусно, питательно. А самое главное, полезный. Витамин С там. Так что, тот, кто не подписан, подпишитесь на наш канал Еда Урала. Поставьте палец кверху. Ну и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать очередные наши выпуски. И также напоминаю, мы есть в телеграм-канале, называется «Путешествие со вкусом». Ну и как обычно по традиции, друзья, приятного аппетита и до новых встреч!